Так, проводим операцию по спасению Рекса. Я уже, короче, вот в рабочем. Я как-то возвращался с работы и пропала мощность. Мощность пропала, потому что фильтр чуть-чуть не очень. Ну и в конце концов подозрения были, что воздух как бы хапает, да, лишний. Вот. Карбюратор егошный здесь открутил такой, как называется, вот такую штучку открутил. Я по-русски забыл, как это называется, извините. Ну и вот, хомутик типа. И обнаружил вот такую штуку. Открутил хомут. Вот эта сторона карбюраторская, а вот эта сторона, которая была со стороны воздушного пространства. То есть теперь у нас вот такое здесь отверстие для воздуха, для кислорода, скажем так. Вот здесь проходит кислород в мотор, то есть фильтруется вот здесь воздух и проходит в мотор. Маслом, временем и всей этой фигней, короче, съело. Во-первых, от нагрева патрубок деформировался, вот этот вот, смотрите, он придавлен здесь, прогретый, он твердый стал. Вот у него плоский он какой, да? Вот так лучше, наверное, вот так, да, вот. Какой он здесь и какой он здесь, да, разница. Получается, вот толщина, тут сантиметр, а тут, наверное, почти 3 сантиметра. Получается, и вот здесь у него в задней части, где я не видел в принципе с улицы, вот здесь было прилипшее так, как будто приклеено. Вот эта вот резинка, она ее разъела маслом и бензином. И вот в нижней части, вот здесь прям вот чуть-чуть еще осталось, я уже очистил, осталось чуть-чуть. И вот здесь прям открыто было на миллиметров 6-8 примерно, да. И соответственно воздух левый. Теперь у нас вот такая дырочка. Ну и соответственно сейчас это все на место поставим и тест-драйв. Да, тест-драйв я не смогу записать, потому что у меня камеры сейчас с собой нету. Но, по крайней мере, я проедусь и так на iPhone как бы ощущение, как едет, не едет, расскажу. Ну, а там уже будет больше на днях про него. Такие вот дела. Тут у него получается еще вот интересно сделали, да? Такое не каждый раз увидишь. Стартер у него стоит вот здесь. На французских мопедах стоят обычно где-то там сбоку в сухом месте. Почему он стоит здесь? Ну ладно. Вот. Бензиновый фильтр я поставил. Вот. Бензин хороший, он фильтр в принципе нет самого. Снаружи фильтр грязный стал, а внутри все четко, да. То есть качество бензина отличное. Так, ну все, я ставлю на место. Мне надо здесь маленький патрубок вот это ставить здесь, один. И на карбюратор идет там, получается, воздух. И, соответственно, прикручиваю здесь еще воздушный фильтр. Новый. Кстати, вот он фильтр. Это делается вот таким образом. Здесь это вот так должно быть. Вот так вот. Или не, вот так вот, извиняюсь. Вот так. Здесь вот дырочка большая. Еще одна. Вот так он делается. Вот я такое, если честно, первый раз вижу. Я уже сколько скутеров разбирал. Или мотоциклов. Да, вот. На Kawasaki последний раз мне пришлось. Тоже брал фильтр. Там идентично было. То, что получается крепление, все дела. Здесь вот тоже такая беда. Дырка почему-то не совпадает совсем. Но сейчас дело поправимое. Что ты будешь делать? Мы сейчас, короче, закрутим. Так он ровно, в принципе, сидит. Мне главное, чтобы он здесь ровно сидел, чтобы он крышкой, сейчас его прикручу, он, получается, фильтр прикручивается. Раз, два, три, 4. Сам фильтр. И плюс потом еще это сквозная будет. Чтобы, вот, доставщики мне вон что сделали. На воздушном фильтре. Черти, смотри, что сделали. Засунули в почтовый ящик, он такого помяло прям аж. Материться охота, но не сейчас. Так, ну что, китайцы без приколов не могут. Все-таки
Вроде все дырки подходили, вот здесь и пришлось мне чуть-чуть дырочку больше сделать. Я не мог фильтр одеть, он лежал неровно. Соответственно, было бы не очень по воздуху. Ну окей, будем собирать дальше. Сейчас будет всего норм, сейчас будет ехать как новый. Так, ну что, продолжение болезни Рекса. Рекс что-то начал у нас чихать. Пробег-то, в принципе, чуть-чуть добавился, я много не ездил. Но вот он начал чихать и потерял мощность, он не тянет, как он тянул сразу. Сейчас будем разбираться. Скорее всего, придется разобрать карбюратор, потому что я другого выхода не вижу. Надо будет посмотреть. Думаю, бензина мало получает он. Короче, когда ручку газа выкручиваешь, он прям все дергается аж назад, прям непонятно пока еще что такое. Заводится с полпинка, начинает ехать до 40, а потом от 40 до 80 вообще еле-еле, а то и стоп не может, да? Будем сейчас разбираться, почему. Надо устранить эту причину, потому что я его, в принципе, хотел уже продать, а он тут начал мне теперь кашлять. Так что надо это быстренько решить, эту проблему. Так, ну вот, добрался до карбюратора. Сейчас буду делать дюзы, посмотрю. Здесь все нормально, воздух откачивается, бензин. Вот эту вот штучку, вот, посмотреть надо, забиты они, не забиты, они там должны быть чуть-чуть воздуха. Если одна из них мало бензина пропускает, моя проблема решена. Ну, я поставлю сейчас новую, у меня где-то новый набор был, и поехали. Он перевернутый, конечно, сейчас, да, его вытащить было вообще тут 10 минут его, да, даже меньше. Ну, посмотрим, сейчас дюзы раскрутим. Так, да, скорее всего нашел причину, почему он не едет, симсалабин, да. Короче, вот здесь резинка треснула, мембрановая, ну, соответственно, как ты кружку газа выкручиваешь, газ по ласу начинает захлебываться чуть-чуть. Сейчас я еще раз размер замерю. Я в интернете нашел несколько, но это специальный мопед, и у него получается здесь у меня мембрана уже вместе с иголкой идет. Вот это мне надо посмотреть размер. Там идет стакан, где иголка стоит, чтобы четко было. Я вот закажу. Пока разберем, замеряем, закажем новую. Ну и, кстати, вот вытащим. Вот мембранка, поломка в этой всей мембранке, должна быть резинка целая, да? У нее вот здесь, вот, дырочка, вот. Но это как бы не совсем хорошо, вот. Размером 6 миллиметров, соответственно, ручку газа выкручиваешь, он, бедненький, захлебывается, дергается и оборот не набирает. Ну, я сейчас замерю ее, закажу в интернете новую, ну и будем ждать, потому что он хотел вообще-то продаться, уже покупатель звонил, все дела, а тут он ехать перестал. 3 Tage später. Так, получил новую коробочку сегодня от Диза Мопед Store. Этих чуваков, короче, все вещи для мопедов. И в этом мопеде мне надо было на карбюратор, я последний раз разбирал, нужно было резинку поменять на мембране. Но когда я вышел в интернет, оказалось, что резинка стоит по цене всего карбюратора. Мне выслали весь карбюратор. Я реально купил новый карбюратор. Сейчас посмотрим, что там к чему. GY. Мне очень интересно, что с этого получится. Вот этой крышечкой просто вот тупо навезный вот масло. Вообще супер, вообще.
То есть мне сейчас надо вот этот вот патрубок, это скорее всего найдет на бенз. Да. Это вот для газульки. Все уже в принципе настроено, сказали мне. Попробуем. Так, ну что, поменял карбюратор. Вот этот вот старенький стоял у меня здесь. А вот здесь стоит новенький. Прошло минут 10, наверное, 12 минут. Поставил все патрубки, тросик на месте. Все четко. Электричество подсоединил. Здесь вот только вот так вот хотел сбоку провести, вот так вот, да, чтобы не мешался патрубок, все на месте. Здесь все четко. Так, ну что, теперь я вот так вот поставлю наверх штучку. Ставим крышу сюда, ставим сидушку и делаем тест-драйв. Сейчас прокачусь, посмотрю, помогло, не помогло, но должно помочь. Здесь мембрана новая. Ну и потом в следующем видео будут новые новости про этот мопед. Ну что, ура! Тест-драйв прошел на супер. Все, он едет, он держит обороты, он летит, несется как стрела. Аварийку включим, все работает. Ну все, сейчас я пару болтиков прикручу, потом его можно будет мыть и вперед. Все работает, карбюратор новый себе показал, во, отлично. Не зря 19 евро отдал. То есть резиночка стоит 15-16 евро, а весь карбюратор 19. 3 евро больше, а полностью все запчасть новая. И у меня еще старая есть там на всякий случай, может кому продам. Так что вперед. Все, привет, отлично, у него тяга есть, все, мощность на месте, свет горит, все четко, сигнал работает, супер, скоро увидимся.